Я вас вітаю у своєму саду знову. Я Світлана, і ви потрапили під Київ. Сегодня расскажу вам про свои гортензии мотыльковые. Расскажу, которые меня удивили и обрадовали в этом сезоне, и которые очень-очень огорчили. Идемте посмотрим, полюбуемся, а у нас опять жара. Сразу хочу сказать, что в моем саду не так и много метельчатых гортензий с такими соцветиями мотыльковыми, фертильными и стерильными цветами. Всего несколько. Первая из них – это гортензия Magical Fire. Этому кусту уже 4,5 года. Появился первый. Я прямо с горшком в руках, с первого же питомника приехала с этой гортензией. Все, будешь расти у меня перед окнами веранды. Гортензия удачный сорт я купила. Очень нравится. Рослая, хотя заявляют по характеристикам, что она будет до 2 метров. 1,62 м. Цветки по форме соцветия напоминают узенький конус, такой наподобие, как у пинки-винки. Длина до 30 сантиметров. Сразу они кремово-белые, а потом цвет меняется на розовый и становится прямо настоящий магический огонь. На сегодня, 19 августа, она выглядит вот так. Темнеет соцветие немного позже. Очень много пчел. На аромат, где фертильные цветы, всегда слетаются пчелы. На фертильные соцветия. Веснушки уже появились, но это вы знаете, потому что перепад температур у нас рано утром в 6 часов было даже 7 градусов тепла. А днем вот сегодня опять 35. Опять жара началась. Гортензия отзывчивая на удобрения, на подкормки. Видите, какое высокое одно соцветие, очень длинное. Я когда стояла, вы видели, что она где-то на полметра выше моего роста. Получается 2,10 такая высота ее сейчас. Побеги крепкие. Я ее немножко подвязала, потому что она у меня выпадает на дорожку. Пройти к крану, к скважине невозможно. Сортом этим довольна, но ее любят бронзовки. С этим уже ничего не поделаешь. Я их не убираю, ничего не делаю. Гортензия Magical Fire. Присмотритесь, если вам надо акцент в какой-то угол или в какое-то место. Ну и следующая красотка, которая просто очаровала меня в этом году, это гортензия Праздник Diamond Rouge. Я рассказывала, что она у меня росла в другом месте, в аллее, зажата с двух сторон была более рослыми соседками. И выглядела там вообще нехорошо. Ну, может быть, еще маленькая была. Я ее пересадила вот на это место. Она красиво и когда белая, когда только розовеет. Соцветия немножко округлые, не такие большие, но их много. Тоже, видите, и бабочки вокруг летают. Ну, тут лаванда еще, конечно, посажена из-за этого. Слегка ароматная, аромат меда из-за того, что есть фертильные соцветия. На ветру красиво колышутся вот эти цветочки на тоненькой ножке такой. Вот это соцветие опоздавшее белое, а остальные такие более темные уже. Как вы знаете, гортензии в начале, которые меняют цвет, в начале распускаются белыми вот такими, а потом постепенно меняют цвет. Вот тут получилось и новые, и уже созревшие соцветия. Очень красиво. Это гортензия небольшая, будет всего до 1,20 м, 1,5 и в ширину, и в высоту. Очень декоративные, красивые у нее, конечно, цветы.
Место удачное, на солнышке. Кстати, хотела ответить на вопрос. Многие спрашивали, писали, почему, допустим, сильвер доллар у меня сразу фисташковый зеленый, никакой он не белый. Цвет сорта гортензии зависит от того, где вы посадили. Если много тени попадает на кусты соцветия, будут салатовые. Все сорта будут более салатовые, нижние стороны соцветий или то, которое в тени. Вы даже можете пройти по саду, посмотреть. На одном кустике могут быть и салатовые, и розовые, и белые. От того, сколько солнышка попадает в гортензии. Вот это моя Diamond Rouge. Почему я говорю удачно посажена? Потому что у нее прямо со всех сторон солнце, и она хороша, цвет свой показывает, какой должен быть по сорту. Очень рекомендую эту соцветие. Сажайте на солнышко. Ну и следующая наша красотка, вы ее знаете, это Пинки-Винки. Гортензия просто шикарная. И в штамбовой форме, как вот тут у меня она высажена на входной аллее из калитки, когда мы идем. И у меня случайно нарисовался куст Пинки-Винки. Она также вначале белая, вот такая красивая, потом слегка розовеют соцветия снизу вверх. Наверху еще белые конусы. Также фертильные, стерильные цветы. У всех мотыльковых так цветочки. Нарастает этот сорт медленно. Укореняется, черенкуется плохо. Тоже вот соцветие белое, это просто оно опоздало. Порозовеет позже. На сегодня выглядит она вот так. Будет еще немножко темнее. Остренькие такие соцветия. Относительно крепкие у нее ветви, держит себя сама. А вот этот кустик на газоне уже тут в тенечке. Я почему не могла сорт определить, потому что тень от дома вторую половину дня, и она свой цвет не показывала. Она была какая-то вообще непонятная, что за сорт, что и как. А вот такая она беленькая. Пересаживать отсюда я ее, наверное, не буду. Пинки-Винки среднерослая гортензия до 1,5 метров. И также она растет тут уже 3 года у меня, или даже 4-й год. Розовеет постепенно, пчелы вокруг нее. Гортензия нравится очень. Она и в штамбе, вы видите, вот так вот выглядит. И в кустовой форме небольшой аккуратный кустик. Как вам ее формировать, выбирайте сами. Но еще раз напоминаю, что нарастает этот сорт медленно. Внешне привлекательная. Кстати, вы знаете, почему у нее такое интересное название? Названо в честь одного из героев мультфильма было. Относительно новый сорт. Гортензия Пинки-Винки, довольно морозостойкий сорт с крепкими, как я сказала, побегами, которые держат себя сами, если кустовая форма, ей опора не нужна. Ну и обещала вам про гортензии разочарование. Great Star, большая звезда. Купилась на вот такие большие красивые цветы. Это так она у меня цвела 3 недели назад. Большие цветы, как пропеллеры, закручены у нее лепестки выгнутые. Очень зеленая, яркая листва, побегов много, но они достаточно мягкие. Вот так выглядит куст, к сожалению, на сегодня. Эти несчастные соцветия, их очень мало, они не держат цветы долго, позасыхали, несмотря на капельный полив. И как со всеми гортензиями я за ними ухаживаю. Подвержена почему-то больше насекомым нападению. Обработки у всех одинаково. Она полностью у меня, видимо, долгоносик или кто испортил листья.
Может быть, что-то по уходу я не так делаю. Она у меня пересажена, она у меня год росла в другом месте, не впечатлила. Я подумала, что ей мало солнца. Пересадила сюда, тут солнце с 3 сторон целыми днями. Вон так выглядят остальные гортензии, а в левом нижнем углу моя Great Star. Вот так выглядят эти соцветия уже на середину августа. Не впечатлила и разочаровала очень. Очень хочу услышать ваши отзывы, у кого есть этот сорт гортензии. Может быть, у кого-то она большая, красивая звезда. Поделитесь опытом, что вы с ней делаете. Ну и следующая моя гортензия, которая как бы ожидания мои в этом году не оправдала. Вимс Ред. Ну, я склоняюсь к тому, что были заморозки. Верхние соцветия у нее, внизу, видите, соцветия есть, небольшие, уже начали менять цвет. Это на сегодня она так выглядит. Такая зеленовато-розоватая уже. Были белые соцветия. Белые-белые, красивые. На кусту есть А3 высоких стебля, вон там виднеются они. Я их формирую тоже в штамп. Тоже долгоносик ее поразил. Может быть, все фертильные гортензии больше едят насекомые. На верхушке, на этих 3 побегах, нет у меня больших красивых соцветий. Может быть, она еще себя покажет в следующем году. За Вимс Ред я как-то более спокойна, чем за Great Star. Если Great Star так будет себя вести и в следующем сезоне, придется ее высадить куда-то за территорию, наверное, или, не знаю, утилизировать этот сорт. Просто разочарована. В гортензии Great Star разочарована. Ну, вот я вам показала свои 5 гортензии с мотыльковыми цветами. Делитесь, у кого есть подобные сорта мотыльковые, но другие сорта, которыми вы довольны, которые нравятся. Может быть, я их рассмотрю для сада. В следующем видео, хотела вам сказать, буду отвечать на вопросы про сад. Поэтому под этим задавайте по любым растениям, на любые темы. Выберу самые интересные, пройду по саду, поотвечаю про гортензии, про розы, про лилии, про магнолии. Самые такие популярные и востребованные вопросы буду отвечать. Ну все, до встречи в следующем видео совсем скоро.